Доброго вам здоровья, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня тема нашего видео. Мы начинаем новую рубрику болезни органов пищеварения. И эту рубрику я хочу начать именно с хронического гастрита. Это более частая болезнь, которая у нас встречается. Их есть два вида. Хронический гастрит с пониженной кислотностью и с повышенной. Сегодня мы разберем именно с пониженной кислотностью. Итак, друзья, я сейчас начинаю читать, а вы, пока я все это буду зачитывать, внимательно смотрите видео и слушайте. И в это время же быстренько подписывайтесь, если еще не подписаны на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А их у нас еще будет ой-ой-ой, как много. И также пишем комментарии, если есть у кого-то вопросы по народной медицине, я с удовольствием помогу в решении ваших проблем. И также лайки, дизлайки, но самое главное и моя огромнейшая благодарность вам будет за то, что вы поделитесь этим видео в своих соцсетях со своими друзьями. Кому-то эта информация может оказаться очень полезной, и также поможет моему каналу в развитии. Ну что, поехали? Значит, хронический гастрит. Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний пожилого и старческого возраста, это, как говорится, книга именно для пожилого возраста, но сейчас все болезни омолодились, и очень-очень это страшно. Является хронический гастрит, представляющий собой всеобразный прогрессирующий воспалительный процесс, поражающий все оболочки стенки желудка, включая слизистую. Это приводит к прогрессирующему уменьшению количества желез и секреторных клеток, а также к появлению чужеродных для желез клеток, продуцирующих слизь. Основным причинами возникновения хронического гастрита является следующее: переедание, систематическое употребление очень холодной и очень горячей пищи, плохое пережевывание пищи, употребление алкоголя, курение. Хронический гастрит может развиваться самостоятельно и быть осложненным некоторыми заболеваниями: холецистит, колит и другие. Важным фактором, провоцирующим появление хронического гастрита, является нарушение режима питания, беспорядочное или неправильное питание. Немаловажную роль принадлежит недостаточному содержанию в пищевом рационе полноценных белков и витаминов, что нарушает функции и регенерацию железистого аппарата желудка. Железистого. В России в развитии обострения хронического гастрита следует учитывать такие факторы, как аллергический и нейрогуморальный. Причиной, вызывающих хронический гастрит, может быть и длительный прием лекарственных препаратов: салицилаты, атофан, дигиталис и другие, и профессиональные факторы, рабочие консервных заводов, горячих цехов. Различают хронические гастриты с пониженной секрецией и хронический гастрит с сохраненной или повышенной секрецией, кислотностью.
При гастрите с повышенной кислотностью на первый план выступает такой симптом, как изжога, которая нередко носит упорный характер. Часто наблюдается кислая отрыжка, при которой иногда выделяется большое количество желудочного содержимого. Больные жалуются на ощущение жжения, давления и тяжести в подложечной области. Особенно сильно беспокоящее через 1-2 часа после приема пищи. Аппетит в большинстве случаев сохранен, реже повышен. Имеется склонность к запорам. Общее состояние остается без видимых изменений. Похудание не намечается. Гастрит с пониженной кислотностью и отсутствием свободной соляной кислоты может с самого начала развиваться как самостоятельное заболевание или возникнуть как вторая конечная стадия кислого гастрита. При аллергическом гастрите на первый план выступают диспепсические явления: отрыжка воздухом, иногда с запахом тухлого яйца, тошнота, ощущение тяжести в подложечной области. Болевые ощущения встречаются редко. Больные обычно жалуются на неприятный вкус во рту, иногда натощак наблюдается рвота. Нередки при аллергическом гастрите поносы. Причинами их является недостаточное измельчение поступающей в желудок пищи, нарушение переваривания соединительной ткани, ускоренное опорожнение желудка, связанное с нарушением замыкательных действий привратника. И также у нас приблизительная схема лечения больных заболеваниями желудка. Санация полости рта, лечение протезирования зубов. Вот так вот. Это в первую очередь. Тщательное пережевывание пищи. Очищение организма в целом и кишечника в частности. Здесь советуют клизмами. Я же давала очищение организма при помощи народной медицины. И ссылочку я оставлю внизу в описании. Принимать пищу часто с интервалом 3 часа, но понемногу, точно в определенное время. Исключить из рациона свежее молоко, кофе, терка для желудка, копчености, жирную пищу, острые и чересчур соленые блюда. Употреблять в пищу как можно больше соков, фруктов, овощей. Если вы любите сладкое, не забывайте о том, что углеводы разрушают витамины. Вегетарианское питание – лучшая диета при заболеваниях желудка и кишечника. Лечение заболеваний желудка, как и других органов, лучше начинать во время роста Луны, но не ее спада. Травы, отвары, настои. При лечении хронических гастритов народная медицина рекомендует следующие средства. Гастрит с пониженной кислотностью. 10 грамм корня аира болотного, 10 грамм зверобоя, 10 грамм цветов календулы, 40 грамм мяты перечной, 10 грамм одуванчика лекарственного, 10 грамм шалфея лекарственного, 10 грамм ромашки аптечной, 20 грамм листьев подорожника, 20 грамм тысячелистника обыкновенного, 10 грамм ваты трехлистной, настоять на водяной бане 15 минут в 1 литре кипятка, охладить при комнатной температуре, процедить, добавить воды до 1 литра, принимать теплый настой по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Зверобой 2-3 столовые ложки измельченной травы настаивать в стакане кипятка 2 часа, процедить, пить по 1/3 стакана 3 раза в день.
Капуста белокочанная. Сок ее применяется при гастритах с пониженной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени и селезенки. Пьют по полстакана за 30 минут до еды в теплом виде. Сок можно хранить в холодильнике не более 2 суток. Для усиления секреции желудочного сока на завтрак съедают сырое яблоко, подтертое на терке, 150-200 грамм. Второе, втрое больше сырой тыквы и пьют сок лимона. О сырой тыкве у меня тоже есть видео, и я ссылочку оставлю. Значит, если у нас берется 150-200 грамм свеженатертого яблока, то тыквы берется втрое больше. Вот. Сок лимона 1/4 стакана с 1/4 ложкой сырой, так, запятые не поставили и все перепутались. Втрое больше сырой тыквы и пьют сок лимона 1/4 стакана с 1 чайной ложкой меда. После этого завтрака до 11 часов ничего больше не пьют и не едят. Можно уменьшить количество яблок и тыквы. Значит, еще раз, 150-200 грамм натертого яблока, втрое больше тыквы сырой, тоже натертой, съесть и запить соком лимона 1/4 стакана с 1/4 ложки меда. Вот такой вот завтрак. После этого завтрака до 11 часов ничего больше не пить и не есть. И единственное, что можете уменьшить дозировку яблока и тыквы. При пониженной кислотности хорошо пить настоя плодов шиповника, свекольный сок, употреблять потертую сырую свеклу. О шиповнике видео у меня есть, и я его оставлю опять. Картофельный сок принимать при пониженной секреции по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой. Корневище аира 1 часть. Листья вахты 1 часть, трава золототысячника 1 часть, кожура апельсина 1 часть, трава полыни 1 часть. Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, кипятить 30 минут, принимать по 1/3, 1/2 стакана 3 раза в день до еды. Плоды фенхеля 1 часть. Листья толокнянки 1 часть, трава золототысячника 2 части, трава зверобоя 2 части, корневище горячавки 2 части, трава цикория 2 части, трава дымянки 4 части. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипящей воды, кипятить 10 минут и настоять 2 часа. Принимать по полстакана в день до еды при гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока. Хрен столовый значительно усиливает секрецию желудочного сока. Пить сок хрена по чайной ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды. 1 чайную ложку травы полыни горькой залить 2 стаканами кипятка и настоять 20 минут. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. При пониженной секреции полезен плиточный зеленый чай 5 грамм на 100 грамм воды. Кипятить 5 минут, остудить. Пить по 50-100 грамм 3 раза в день. Сок черной смородины пить по 1/4 стакана 3 раза в день. Аир болотный чайную ложку измельченных корневищ залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, пить по полстакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Это средство вылечивает даже самые застарелые катары желудка. Взять только зеленые яблоки, очистить от кожуры, натереть на терку, натертую кашицу тотчас съесть, ибо она быстро скиснет и потемнеет. Сердцевину яблока следует выбросить. При остром застарелом катаре нельзя ничего есть и пить в течение 5 часов после принятия лекарства яблок. Если катар не очень сильный и не застарелый, то воздержание от пищи и питья можно сократить до 4 часов. Лишь в самом конце лечения, когда болезнь почти сходит на нет, требуемое воздержание от питья и пищи можно сократить до 3,5 часов до и после принятия яблок. Яблоки нужно есть рано утром, чтобы приблизительно в 11 часов можно было позавтракать. Примечание: на ночь яблоки есть нельзя, так как это способствует скоплению газов. Вот такие вот рекомендации идут у нас сегодня по гастрите с пониженной кислотностью. Ну и еще раз, ребята, напомню, если еще не подписаны, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также комментарии. И в комментариях задаем вопросы по народной медицине. И это будет наше с вами общение, и я постараюсь дать рецепты по народной медицине, чтобы решить ваши проблемы. Ну и также лайки, дизлайки. Ну а огромнейшая просьба: поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Кому-то это может оказаться очень полезным и пригодиться в решении их проблем. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ваша Ирина.